В 2017-м археологи и физики всего мира были ошеломлены. Внутри Великой пирамиды Хеопса обнаружили гигантскую скрытую пустоту. Это пространство назвали «Большая пустота», и оно до сих пор остается одной из самых загадочных находок в истории египтологии. Открытие сделали не с помощью раскопок, а при помощи мюонной радиографии, технологии, основанной на космических частицах, проходящих сквозь твердые материалы. Мюоны, проникая в толщу пирамиды, позволили увидеть аномалию, которую никто ранее не фиксировал. Размер пустоты поражает. По длине она сопоставима с Гранд-галереей внутри пирамиды, это более 100 футов. Ее высота и ширина также внушительны. Но вот что особенно интригует. К этому пространству нет известного входа, и оно полностью закрыто от внешнего мира. Ученые не знают, зачем древние строители оставили эту полость, является ли она частью архитектурного плана или укрытием, возможно, даже усыпальницей, которую до сих пор никто не смог исследовать. Это первое крупное внутреннее открытие в пирамиде со времен XIX века. До сих пор большая пустота остается неизученной, и любые попытки проникнуть в нее ограничиваются технологическими возможностями и вопросами сохранности памятника. Но сам факт ее существования заставил археологов пересмотреть то, как они представляют себе устройство одной из самых знаменитых построек в мире. Есть догадки, что пустота могла служить разгрузочной камерой, обеспечивающей устойчивость конструкции. Однако размеры, симметрия и положение этой полости говорят о том, что она могла иметь ритуальное или функциональное назначение. Все это превращает большую пустоту в одну из самых интригующих тайн Древнего Египта. Под поверхностью еще одного знакового памятника, скрытого в пустыне, тоже был найден неожиданно глубокий и наполненный секретами комплекс — некрополь Саккара, место, где за последние годы археологи сделали серию невероятных открытий, одно более впечатляющее другого. Здесь на глубине до 30 футов были обнаружены десятки запечатанных деревянных саркофагов с прекрасно сохранившимися мумиями. Находки датируются временем более 2500 лет назад и относятся к позднему периоду истории Египта. Особенно значимой стала находка, сделанная в 2020-м, когда были подняты более 100 саркофагов в одном месте. Шахты, в которых они были найдены, тщательно засыпаны песком, что обеспечило почти идеальную сохранность тел и росписей. Вместе с мумиями археологи нашли десятки статуэток, амулетов и масок, включая хорошо сохранившиеся изображения бога Птаха и богини Бастет. Это захоронения не фараонов, а жрецов, чиновников и представителей зажиточного класса, живших в период расцвета Мемфиса. Именно поэтому находка бесценна. Она позволяет лучше понять, как выглядели ритуалы и повседневная жизнь не царей, а более широкой элиты того времени. Обилие надписей и артефактов дало археологам огромный массив информации о религиозных практиках, ремеслах, культуре и устройстве общества. Саккара теперь считается не просто древним некрополем, а одной из важнейших археологических зон на планете. И все большее количество артефактов, находящихся глубоко под землей, указывает на то, что под слоем песка еще скрыто множество тайн. Но гораздо глубже, чем эти шахты, прячется другая, почти забытая гробница правителя, имя которого было затеряно в песках времени. Долгое время считалось, что гробница фараона Тутмоса II навсегда утеряна. Однако в 21 веке археологическая экспедиция в западных долинах Луксора сделала сенсационное открытие. На глубине более 60 футов была найдена структура, соответствующая архитектуре королевских захоронений в XVIII династии. Первые признаки были обнаружены при анализе спутниковых снимков и геофизических данных, после чего начались раскопки. Гробница оказалась разрушенной временем и мародерами, но в ней сохранились фрагменты росписей, элементы саркофага, обломки погребального инвентаря и надписи, указывающие на принадлежность к периоду правления Тутмоса II. Эта находка стала прорывом. Это первая за десятилетия гробница фараона, обнаруженная в почти нетронутом виде. Уникальность гробницы в том, что она, несмотря на разграбление, сохранила структуру коридоров и погребальных камер. Это дало возможность изучить особенности строительства в середине второго тысячелетия до нашей эры. Обнаруженные тексты и символика подтверждают, что гробницу строили с расчетом на особую защиту. Возможно, фараон боялся посмертного грабежа. Нахождение гробницы Тутмоса II позволило по-новому взглянуть на политику и религию периода XVII династии.
а также стало напоминанием, что даже хорошо изученные эпохи еще могут преподнести сюрпризы, если копать достаточно глубоко. И один из таких сюрпризов ждал археологов чуть севернее, там, где вертикальный лаз уводит под землю на десятки футов. На западном берегу Нила, в районе Луксора, археологи обнаружили уникальное захоронение, доступ к которому осуществляется через вертикальную шахту глубиной более 50 футов. Ход был замаскирован, а сама шахта засыпана камнем и песком. Раскопки заняли несколько месяцев, прежде чем удалось достичь основной камеры, где находились мумии и артефакты. Что делает эту находку особенно ценной, это принадлежность погребенных. Среди них не было фараонов, но археологи нашли доказательства, что здесь похоронили высокопоставленных лиц, возможно, жрецов или администраторов, служивших при царском дворе. Украшения, амулеты, золотые маски и надписи на стенах свидетельствовали о высоком статусе этих людей. Архитектура захоронений отличается от стандартных гробниц. Здесь больше коридоров, ниш и потайных камер, что указывает на стремление защитить покойников от мародеров. Некоторые из погребений были сделаны позже, что говорит о длительном использовании комплекса. Найденные внутри мумии оказались в исключительном состоянии, благодаря сухому климату и глубине, на которой они покоились. Подобные вертикальные шахты крайне трудны для исследования, но именно они часто содержат наиболее интересные находки, малоизвестные, неразграбленные, сокрытые от взгляда на протяжении тысячелетий. Однако следующий объект оказался гораздо более личным. В нем археологи нашли не золото и маски, а то, что до сих пор вызывает мурашки у каждого, кто туда спускался. Во время раскопок одного из малозаметных подземных комплексов на юге Египта археологи наткнулись на нечто неожиданное. На глубине около 40 футов они обнаружили камеру, заполненную десятками маленьких саркофагов. Все они были детскими, мумии, аккуратно уложенные, многие с амулетами и погребальными масками. Если вас захватила эта загадочная история о древних захоронениях, не забудьте подписаться на наш канал. Ваши донаты помогут нам продолжать раскопки в мире увлекательных фактов и открытий, ведь как еще мы узнаем, что скрыто под песками времени? Ссылка в описании или QR-код на экране. Не дайте тайнам древности уйти в небытие. Эта сцена потрясла даже самых опытных исследователей. Анализ показал, что тела принадлежали младенцам и детям возрастом до 10 лет. Судя по ритуальным предметам, эти дети не были из бедных семей. Напротив, принадлежали к зажиточной прослойке общества. Причины такого массового захоронения остаются неясными. Некоторые ученые предполагают эпидемию, другие говорят о ритуальной жертве или результатах несчастья, произошедшего в одном из храмов или дворцов. На стенах камеры обнаружены фрагменты текстов, в которых говорится о защите душ и проводах в Дом Вечности. Все это говорит о глубокой религиозной значимости события. Такие находки в Египте крайне редки, и каждый случай массового захоронения детей изучается отдельно, поскольку может многое рассказать о демографии, медицинских знаниях и духовных практиках древнего общества. Эта гробница не принесла артефактов с золотом или имен фараонов, но она рассказала куда более мрачную и трогательную историю, ту, которую предпочли бы забыть. Дальше археологов ждали другие открытия, с менее эмоциональной, но не менее загадочной подоплекой. В 2025-м на западном берегу Нила, в районе Дра-Абу-эл-Нага, некрополь близ Луксор, археологи обнаружили 3 древние гробницы, которым более 3000 лет. Принадлежали они не фараонам, а представителям высшей бюрократии и элиты, чиновникам, жрецам, людям, которые управляли значимыми экономическими и административными структурами. Смитсоновский журнал «Плястадье», correspondent.net, Пляса 2. Хотя состояние некоторых захоронений было частично разрушено временем, благодаря надписям и росписям на стенах удалось установить имена и титулы владельцев. Например, один из них был ответственным за зернохранилище, другой служил в храме, третий был придворным чиновником. РБК +1. Архитектура этих гробниц отличается. Это не громоздкие пирамиды или роскошные усыпальницы для фараонов, а компактные, порой скальные или шахтные захоронения с коридорами, нишами, иногда погребальными нишами для нескольких поколений. Такие находки дают представление о том, как хоронили верхушку обычного, но влиятельного общества, тех, кто делал управление, религию, экономику, но не был царем. Эти гробницы — важный кусочек мозаики. Они показывают, что древнеегипетская элита была гораздо шире, чем просто семья фараонов.
и что их власть, статус и привилегии передавались атрибутами, погребением, ритуалами, титулами, почти так же, как у царей. Недавно, в конце 2025-го, археологи объявили о раскопках гробницы чиновника по имени Ти-Джей, который жил в период Нового Царства и служил при дворе фараонов, включая таких, как Хатшепсут и Тутмос III. Его гробница скромная, но многозначащая. Она вырублена в скале и по характеру конструкции относится к шахтному типу захоронений N+1. Хотя гробница была разграблена и многое утрачено, археологи нашли ее устройство: вертикальный спуск, коридоры, остатки камер и ниш. Это доказывает, что даже чиновники среднего или высокого ранга могли рассчитывать на достойное, пусть и не царское, погребение. N+1+1. Такие находки крайне важны, потому что они заполняют промежуток между царскими усыпальницами и массовыми простыми погребениями. Они показывают социальное устройство Древнего Египта, не только фараоны и простые люди, но и заметная прослойка чиновников, жрецов, администраторов, которым строили гробницы, пусть и скромнее, но с уважением и ритуалом. Это дает живое представление о том, что Древний Египет — это не только история о великих правителях, но и о тех, кто стоял рядом с ними, кто управлял, кто вершил судебы. В ряде недавно открытых гробниц исследователи обнаружили захоронения, которые указывают на использование гробницы не одним человеком, а целым семейством или группой родственников. В одной из таких могил, гробницы, найденной в Луксоре, были обнаружены гробовые камеры для мужчин и женщин, иногда даже для детей. То есть речь идет о групповых, семейных захоронениях, а не индивидуальных. AP News, Пляц-2, PBS, Пляц-2. Такие семейные захоронения – редкость, потому что они требовали значительных усилий при строительстве: вырубка камер, подготовка саркофагов, оформление, ритуальные предметы. Но именно они дают археологам возможность проследить семейные связи, социальный статус, преемственность поколений, представления о загробной жизни, которые передавались внутри одной семьи. Это также показывает, что древнеегипетская элита, чиновники, жрецы, администрация стремилась обеспечить устойчивость памяти о себе на века. Не просто похоронить одного, а сохранить род, имя, статус, продолжение рода. Такие многоуровневые захоронения — редкий шанс увидеть древнюю семью, ее статус, ее устройство и понять, как строилась элита вне фараонского дома. Современная археология совсем не та, что была столетия назад. Сегодня археологи не ограничиваются только лопатами и кисточками, используют георадары, спутниковые снимки, анализ грунта, датирование, исследование структуры. Все это помогает найти то, что скрыто под землей десятилетиями, столетиями, тысячелетиями. Благодаря таким методам стало возможным обнаруживать не просто разрушенные усыпальницы, а целые шахтные гробницы, семейные захоронения, скальные могилы, а иногда даже вещи, которые могли быть утрачены навсегда. Это значит, наши представления о Древнем Египте постоянно меняются. То, что считалось известным, может вдруг оказаться неполным. Что было семейной могилой, могло быть элитным комплексом, что казалось скромным захоронением, может оказаться значимым и тщательно продуманным. Археология становится не просто наукой раскопок, а наукой реконструкции общества, повседневности, ритуалов, верований. И каждый новый раскоп — это шанс увидеть древний мир заново через современные технологии и свежие глаза. Некрополи и раскопки в Саккаре, Луксоре, Гизе, Абу-Сире и других местах все чаще дают не королевские гробницы, а гробницы тех, кто стоял чуть ниже, на вершине власти. Чиновников, полководцев, высших администраторов, часто забытых историей. Например, недавние находки показывают, что даже после золотой эпохи фараонов элита сохраняла свое влияние. Богачи, чиновники, управляющие, жрецы — они тоже получали достойное погребение, иногда почти царское, с надписями, росписями, украшениями, семейными захоронениями. Эти гробницы позволяют преодолеть древнюю бинарную модель «фараон – простой народ» и увидеть сложную структуру древнего египетского общества с бюрократией, элитой, социальной мобильностью и разнообразием статусных групп. Благодаря таким находкам мы начинаем понимать, что Древний Египет — это не только мифы о царях и богах, но и истории реальных людей, тех, кто строил, управлял, принимал решения, влиял на жизнь страны. И то, что мы все еще находим такие гробницы, показывает, под слоем тысяч лет еще лежит огромная, почти нетронутая история.
В последние десятилетия археология в Египте претерпела серьезную трансформацию благодаря современным технологиям. Георадары, спутниковая съемка, мионная радиография, лазерное сканирование – все это позволяет исследовать древние постройки, не разрушая их, видеть под слоем грунта, песка или камня. Это дает шанс находить скрытые гробницы, шахты, пустоты и туннели, о которых древние записи нет. Таким образом, современные экспедиции – это не просто копание, а поиск по фоновым шумам земной толщи. Это крайне значительно увеличивает шансы наткнуться на до сих пор неизвестные захоронения, особенно тех, кто не оставил ярких следов на поверхности – чиновников, жрецов, простых людей. Такой подход показывает, что наша информация о Древнем Египте все еще очень неполна. Под поверхностью сохраняются тысячи историй, которые ждут, когда на них обратят внимание новые технологии. В мае последних раскопок археологи на западном берегу Нила, в районе Дра-Абу-эл-Нага, некрополь близ Луксор, обнаружили сразу 3 гробницы представителей элиты – чиновников, администраторов, людей высокого ранга, но не фараонов. DailyNewsEgypt.com, Пляца 2, PBS, Пляца 2, имена и титулы владельцев удалось восстановить по надписям. Благодаря этому стало ясно, что древнее общество было устроено сложнее, чем просто фараон и плеснород. Эти гробницы позволяют увидеть, как хоронили тех, кто управлял, кто отвечал за зернохранилища, храмы, административные функции. PBS, Пляца 2, archaeologymag.com, Пляц 2. Архитектура таких гробниц компактная, зачастую шахтного типа, но с коридорами, несколькими камерами, нишами для разных поколений или родственников. Это свидетельствует о том, что элита, не только королевская, имела свои ритуалы, традиции погребения, а их статус заслуживал уважения и после смерти. Открытия подобных гробниц помогают заполнить пробелы в понимании социальной структуры Древнего Египта, показать, что власть и ресурс не всегда принадлежали только фараонам, а делились среди чиновничества и жрецов. Некоторые из недавно обнаруженных гробниц показывают, что они использовались не для одного человека, а для целых семей, поколениями. Это могли быть семьи знати, администраторов, жрецов, передававшие свой статус по наследству. Такие захоронения позволяют восстанавливать родословные, связи поколений, социальную структуру, кто и как жил, как передавалась власть, престиж, имена. Это не отдельные одиночные гробницы, а семейные архивы под землей, закрытые веками. Кроме того, наличие таких семейных захоронений говорит о стремлении древних египтян обеспечить долговечность памяти о себе, не просто похоронить одного, но сохранить память о роду, его заслугах, его роли в обществе. Эти находки — редкость, и они дают археологам гораздо больше, чем просто набор мумий. Они открывают социальную картину жизни, устройство элиты, связи между поколениями. В начале нынешнего десятилетия археологи объявили об одной из крупнейших находок. В некрополе Абидос нашли большую погребальную камеру, выложенную из известняка, возраст которой порядка 3500 лет. Penn Museum, Пляца 1. Гробница принадлежит правителю, имя которого пока не установлено. Это, возможно, представитель малоизвестной династии, известной как Abydos Dynasty, династия Абудоса, периода нестабильности, когда Египет был разделен. PopularArchaeology.com, Пляца 3. Penn to Museum, Пляц 2. Это открытие – важный шаг к пониманию так называемых потерянных глав истории Египта, тех правителей и династий, о которых мы знали очень мало или вовсе не знали. Если идентификацию удастся подтвердить, это может переработать хронологию, дать новую информацию о политическом устройстве, соперничествах, сменах власти. Такое неожиданное открытие показывает, даже спустя тысячи лет под землей могут скрываться целые ветви истории, забытые хроники, которые способны изменить наше представление о Древнем Египте. Гробницы — это не просто место захоронения, это доступ к предметам повседневной и ритуальной жизни древних египтян. Среди артефактов — сосуды, кувшины, канопы, статуэтки, украшения, амулеты, надписи, остатки текстов, вещи, которые использовались при жизни. Так, найденные сосуды показывают, чем питались египтяне, как хранили продукты, что считалось ценным, украшения, какие украшения носили, как выглядели, какие символы имели значение, амулеты и ритуальные предметы, взгляды на смерть, загробную жизнь, представления о душе, переходе, защите.
Эти находки помогают не просто изучать архитектуру гробниц, а реконструировать повседневность, образ жизни, верования, социальное положение, экономику, ремесла. Археология становится не только наукой о смерти, а наукой о жизни, о том, кем были люди, как они жили, во что верили, что ценили. Многие археологические зоны Египта до сих пор хранят неразгаданные тайны подземных ходов. Особенно много вопросов вызывает система тоннелей под Саккарой и рядом с великими пирамидами в Гизе. Некоторые из них, вырезанные в известняке, узкие, опускающиеся на десятки футов под землю. Другие затоплены или завалены песком и камнем, из-за чего их исследование крайне затруднено. Ряд туннелей, обнаруженных в Саккаре, был вырыт специально для погребения мумий священных животных, например, Аписа, быка, символа бога Птаха. Эти ходы уходят глубоко под землю и соединяют между собой погребальные камеры, где хранились десятки массивных саркофагов. В других местах обнаруживаются так называемые галереи, длинные проходы с нишами для мумий или погребальных предметов. Современные технологии, включая лазерное сканирование и тепловизоры, указывают на наличие еще не раскрытых проходов. Некоторые гипотезы предполагают, что часть из них могла использоваться для ритуальных обходов, а другие — как тайные ходы, позволяющие скрытно перемещать тела или предметы. В любом случае, сеть подземных каналов под египетскими памятниками все еще до конца не изучена и может преподнести множество открытий. В египетских захоронениях важны не только мумии, но и то, что лежит рядом с ними. При раскопках гробниц самых разных периодов археологи находят тысячи предметов, предназначенных для использования в загробной жизни. Эти находки помогают понять, как именно древние египтяне представляли себе переход души и подготовку к нему. К типичным артефактам относятся канопы, сосуды для хранения органов, фигурки ушепти, миниатюрные слуги, которые должны были помогать умершему в потустороннем мире, амулеты, защитные обереги, погребальные маски, расписные саркофаги с заговорами из книги мертвых. Все это составляло целую систему ритуальных практик, которая была строго регламентирована и подчинена религиозным текстам. Иногда находят совершенно уникальные предметы — куклы, игрушки, косметику, зеркала, музыкальные инструменты. Все это говорит о том, что египтяне стремились сохранить привычный уклад жизни после смерти, перенести в загробный мир не только ритуал, но и личные вещи, эмоции, даже развлечения. Такие предметы становятся ключом к пониманию мировоззрения древнего народа. Они позволяют услышать голос ушедшей эпохи и проникнуть в ее глубинные духовные смыслы. Многие из самых значимых египетских гробниц были обнаружены только в XX и XXI веках, спустя тысячи лет после их создания. Причин этому множество. Во-первых, сами египтяне часто скрывали входы в гробницы, засыпали их камнем, песком, маскировали под природные склоны. Это делалось для защиты от грабителей, которые существовали еще в древности. Во-вторых, за тысячелетия уровень земли изменился. Песчаные бури, наводнения, осыпи — все это постепенно уносило входы в гробницы глубоко под землю. Многие из них оказались погребены под слоями почвы и мусора на десятки футов, и даже при визуальном осмотре невозможно было заподозрить наличие чего-либо под ногами. Кроме того, в ранние века археологии было принято искать только богатые гробницы, царские, яркие, с золотом. Это привело к тому, что сотни, если не тысячи скромных, но исторически ценных захоронений чиновников, жрецов, простолюдинов просто игнорировались. Только в последние десятилетия подход начал меняться. Теперь археологи все чаще обращают внимание на неприметные участки, и именно там находят настоящие сокровища информации, пусть не из золота, но из времени. Современные раскопки гробниц в Египте показывают, древнее общество было гораздо сложнее, чем представлялось ранее. Если раньше все внимание концентрировалось на фараонах, то теперь археологи все чаще находят гробницы людей других слоев общества — жрецов, песцов, ремесленников, архитекторов, торговцев. Их гробницы, хоть и скромнее царских, часто богаты информацией. Надписи, предметы быта, распорядки дня, перечни имуществ — все это позволяет буквально восстановить жизнь отдельного человека. Мы начинаем видеть Египет не как страну пирамид и царей, а как живое общество, с делением на классы, карьерным ростом, верой, страхами и мечтами. Археология дает нам возможность увидеть египетскую цивилизацию не как миф, а как реальность, сложную, многослойную и удивительно человечную.
И каждая новая гробница — это не просто свидетельство смерти, а окно в жизнь. Несмотря на вековую историю раскопок, Египет до сих пор остается почти неисчерпаемым источником археологических открытий. По оценкам египетских властей, на сегодняшний день изучено не более 20% того, что скрыто под землей. Особенно перспективными остаются районы, где уровень песка поднялся за последние столетия, там, где еще не ступала нога археолога. С каждым годом экспедиции все чаще находят не отдельные предметы, а целые комплексы: гробницы с несколькими поколениями, подземные галереи, храмовые кладбища. Все это говорит о том, что под слоем пустыни прячется многослойная история, и ее раскрытие только начинается. Также ведутся активные работы по сохранению и восстановлению уже найденных гробниц. Это дает возможность не только показать находки миру, но и дольше сохранить их для будущих поколений. Новые технологии, в том числе искусственный интеллект, дроны и биохимический анализ, обещают сделать археологию еще более точной и глубокой. И пока археологи медленно, слой за слоем, вскрывают пески древности, Египет продолжает оставаться землей, где под каждым дюймом почвы может скрываться неожиданное открытие, способное изменить все, что мы думали о древней цивилизации. Подземные храмы Египта хранят множество тайн, и одна из самых загадочных обнаружилась в 2018 году в районе храма Сета I. Археологи, работая в этом месте, наткнулись на невиданные ранее тоннели, которые уходили на десятки метров вглубь земли. Эти проходы были выложены идеально подогнанными камнями, что говорило о высоком уровне мастерства древних строителей. Специалисты обнаружили, что в стенах тоннелей были вырезаны иероглифы, описывающие ритуалы, которые проводились здесь более 3000 лет назад. В это же время в храме Хатшепсут, расположенном на западе от Луксора, поступили новые данные. В 2019 году исследователи нашли скрытую камеру, замаскированную под обычную стену. Внутри находились не только статуи богов, но и останки животных, которые, по всей видимости, использовались в ритуалах. Эти находки ставили под сомнение ранее известные факты о культуре эпохи Нового Царства. С каждым новым открытием становилось очевидно, что подземные храмы скрывают не только святые места, но и многочисленные тайные проходы. Например, в районе Гизы археологи обнаружили сложную сеть подземных комнат, которые использовались для хранения ценностей фараонов. Скрытые проходы, уходящие вглубь пирамид, открыли новые горизонты для исследования. Социальные структуры Древнего Египта становились все более сложными и интересными, а открытия подземных храмов добавляли еще больше интриг к уже загадочной истории. Существовало предположение, что здесь могли находиться не только места поклонения, но и хранилища для секретных документов. Современные технологии, такие как радиолокационная томография и лазерное сканирование, позволили ученым рассмотреть подземные структуры в мельчайших деталях, не нарушая целостности древних сооружений. В 2020 году одна из таких экспедиций в районе храма Сета I позволила исследователям получить трехмерные модели подземных тоннелей. Эти модели открыли новые горизонты для изучения, а также подтвердили предположение о наличии ранее неизвестных камер. В результате этих открытий стало очевидно, что подземные храмы Египта — это не просто остатки древней архитектуры, а ключ к пониманию глубинной культуры и ритуалов, которые существовали в этом великом царстве. Тайны, которые они хранят, продолжают вызывать интерес у исследователей и историков, заставляя их углубляться в изучение неизведанных уголков древности. Каждый новый факт подчеркивает, насколько мало мы знаем о жизни и верованиях египтян. Тайны подземных храмов лишь начинают раскрываться, и впереди нас ждут невероятные открытия. Археологи, углубляясь в исследование подземного храма Сета I, столкнулись с неожиданным препятствием. В процессе раскопок они наткнулись на массивные каменные блоки, которые, по всей видимости, были частью замка, запирающего доступ в одну из камер. Исследователи выяснили, что эти блоки были замаскированы и установлены так, чтобы их невозможно было легко обнаружить. Разгадывание местоположения этих блоков стало важной задачей, и каждая новая находка поднимала вопросы о том, что именно скрывается за ними. К тому времени, когда наступил декабрь 2018 года, команда обнаружила, что иероглифы на стенах тоннелей содержат не только ритуальные тексты, но и загадочные предостережения. Некоторые из них упоминали о наказании для тех, кто осмелится нарушить покой подобного святилища. Это только добавило напряжения среди археологов.
Внутренние споры о том, стоит ли продолжать раскопки, нарастали, но исследователи решили рискнуть, полагаясь на свою интуицию и научные методы. Неожиданно во время одной из экспедиций в подземелье произошло нечто необычное. Внезапный обвал обрушил часть потолка, заблокировав выход и изолировав группу в темноте. В этой ситуации страх и неопределенность начали брать верх. Однако один из членов команды, доктор Амира Найль, заметила, что в обрушившейся части стены были видны дополнительные иероглифы. Тщательно изучив их, она пришла к выводу, что они могут указывать на тайный выход, который был неизвестен остальным. Доктор Найль предложила использовать специальные инструменты для удаления камней из обрушившейся части стены. Это решение вызвало разногласия в команде. Одни считали, что это опасно, другие, что это единственный способ избежать беды. В конечном итоге решимость Найль была настолько сильной, что команда продолжила работы. Они смогли очистить пространство и вскоре обнаружили узкий проход, ведущий в ранее неизвестную камеру, выложенную ярко окрашенными плитами и украшенную необычными изображениями. Внутри хранились артефакты, о которых ранее не упоминалось в исторических записях. Среди них были золотые амулеты, сосуды с древними надписями и даже мумия, завернутая в особую ткань. Это открытие изменило представление о культуре и обычаях древних египтян. Доктор Найль определила, что мумия принадлежала жрице, которая, вероятно, играла важную роль в ритуалах, проводимых в храме. Тем не менее, с каждым новым открытием напряжение только нарастало. Члены команды начали замечать странные явления внутри храма, шорохи и звуки, которые казались далекими эхо. Некоторые утверждали, что чувствуют на себе взгляды. Участники экспедиции начали задаваться вопросом, не проклят ли храм и действительно ли стоило продолжать исследования. Каждый новый шаг вызывал страх и сомнения. Тайны храма Сета I становились все более запутанными, а исследования обретали неожиданный оборот, который мог изменить не только их судьбы, но и представление о Древнем Египте в целом. В это время в храме Хатшепсут происходили свои загадочные события. Специалисты, продолжая исследования, наткнулись на еще одну скрытую камеру за массивной стеной, которая была замаскирована под обычный фрагмент сооружения. Стены этой камеры были покрыты уникальными фресками, изображающими сцены из жизни Хатшепсут. Однако самым удивительным открытием стали несколько свитков, завернутых в специальные ткани, которые сохранились в идеальном состоянии. Эти свитки содержали записи о ритуалах, которые не были задокументированы в других источниках. Когда археологи начали расшифровывать тексты, они поняли, что эти ритуалы были связаны с почитанием богов, и в них упоминались некие таинственные существа, которые защищали фараонов от злых духов. Эта информация вызвала бурные обсуждения в команде. Участники экспедиции начали сомневаться в том, что знают о религиозной практике Древнего Египта. На фоне этих открытий в группе возникли разногласия. Некоторые члены команды настаивали на том, чтобы прекратить раскопки из-за потенциальной опасности. Внезапно во время изучения свитков один из исследователей, доктор Фарид Абдул, заметил, что текст упоминает некий артефакт, который по преданию способен открывать проходы между мирами. Эта находка шокировала всю команду. Многие начали связывать ее с недавними событиями в храме Сета I. Сомнения и страх усилились, когда стало известно, что некоторые из членов команды начали терять ориентацию и испытывать необъяснимое беспокойство. Некоторые даже заявляли о видениях и голосах, которые слышали в темноте. Вскоре атмосфера накалилась до предела. Один из исследователей, устав от напряжения, решил покинуть храм и сообщил о своих намерениях остальным. В ответ на это некоторые члены команды поддержали его, обвинив остальных в безрассудстве за то, что они продолжают рискованные раскопки. Конфликт достиг своего пика, и команда разделилась на два лагеря. Одни продолжали исследовать, надеясь на новые открытия, другие призывали к немедленному возвращению на поверхность. Тем временем, на фоне этих споров остальные исследователи начали замечать, что их находки становились все более странными и необъяснимыми. Среди артефактов, найденных в храме Хатшепсут, обнаружились статуэтки с неясными символами, которые, казалось, отражали темные силы. Это еще больше подогревало обсуждения и страхи. Некоторые начали говорить о проклятии, которое могло быть наложено на тех, кто пытался разгадать тайны этих древних мест. На фоне внутренней борьбы и страха команда столкнулась с новой угрозой — резкое ухудшение погодных условий. Песчаная буря накрыла район, группа оказалась изолированной, и это добавило еще больше напряжения.
исследователи поняли, что их шансы на безопасный возврат на поверхность стремительно уменьшаются. Каждый проход, каждое новое открытие становилось важным не только для науки, но и для их выживания. Загадки, которые они пытались разгадать, теперь ставили под угрозу их жизни. В условиях нарастающего напряжения исследователи наконец решили, что следующая цель — это тайные проходы под Гизой. Доказательства существования этих тоннелей стали более чем убедительными после недавних находок, и неопределенность в их судьбах заставила команду действовать. Подготовив оборудование, они спустились в подземелья, полные темноты и тишины, где каждое эхо казалось предвестием чего-то ужасного. Уже через несколько минут после начала раскопок они наткнулись на внезапную стену, выложенную камнем с необычными символами. Эти символы совпадали с теми, которые были обнаружены в храмах, и это заставило исследователей почувствовать, что они на пороге чего-то значительного. С помощью специального инструмента они начали осторожно пробивать стену. С каждым ударом надежда на открытие новой камеры росла, но и страх перед тем, что они могут обнаружить, тоже усиливался. Наконец, после нескольких минут напряженной работы, стена рухнула, открывая доступ к глубокой камере. Внутри находились артефакты, которые ранее считались потерянными: золотые предметы, статуэтки и даже саркофаги, окруженные древними надписями. Но среди всего этого великолепия было нечто, что привлекло внимание исследователей. Огромный черный каменный алтарь, на котором лежал странный артефакт, покрытый слоем пыли. Когда команда приблизилась, один из исследователей, доктор Самира, заметила, что на алтаре сидел необычный жреческий жезл, который, по ее мнению, был связан с ритуалами, описанными в свитках Хатшепсут. Она осторожно сняла его с алтаря и почувствовала, как окружающая обстановка изменилась. Вдруг стены камеры начали дрожать, и послышался глухой звук, словно что-то пробуждалось. Пришедшая в ужас команда заметила, что из стен начали появляться трещины, и в воздухе стало слышно шипение, напоминающее голос. В это мгновение доктор Фарид вспомнил предупреждения, написанные на иероглифах в храме Сета I. Он закричал, что артефакт может быть причиной пробуждения какой-то древней силы. Их внимание привлекло движение в темных углах камеры, где начали возникать силуэты. По мере нарастания паники команда спешно попыталась покинуть камеру. Но проход, через который они пришли, уже начал сужаться, и выход постепенно засыпался камнями. Один из членов группы в отчаянии попытался пробраться к выходу, но его остановили глухие звуки и непрекращающееся шипение. Это было похоже на предупреждение — не покидать святилище. В этот момент доктор Найл, заметив жезл в руках Самира, поняла, что именно он может успокоить силы, которые пробудили. Она крикнула, чтобы он положил его на алтарь. Самира, колеблясь, сделала это. Как только жезл коснулся камня, свет вспыхнул, и все звуки прекратились. Стены замерли, и тьма, казалось, отступила. Проходы начали открываться, и исследователи в недоумении наблюдали, как древние тайны постепенно расправляли свои крылья, позволяя им вернуться к свету. Однако они осознали, что эти открытия не просто археологические сокровища, а нечто большее, связанное с их собственными жизнями и судьбами. Каждое открытие было шагом к пониманию темных сил, которые веками укрывались в недрах земли. Исследователи поняли, что разгаданные загадки подземных храмов Египта могут повлечь за собой последствия, которые они даже не могли себе представить. После возвращения на поверхность исследователи обсудили свои открытия в подземном храме Сета I и камерах храма Хатшепсут. Каждый из них осознавал, что их находки изменили представление о Древнем Египте и открыли новые горизонты для дальнейших исследований. Современные технологии, такие как радиолокационная томография и трехмерное сканирование, сыграли важную роль в раскрытии этих тайн. Доктор Найл, лидер группы, инициировала проект по дальнейшему изучению находок с использованием современных технологий. Она предложила создать базу данных, в которой будут собраны все данные о находках, ритуалах и символах. Это дало бы возможность будущим археологам и историкам глубже понять культуру и верования древних египтян. Создание базы данных стало значительным шагом вперед. Археологи начали активно делиться своей информацией с университетами и научными учреждениями по всему миру. Сотрудничество с международными экспертами улучшило методы исследования и анализа находок. В результате этого проекта были выявлены новые факты о социально-религиозной структуре Древнего Египта, о которых ранее не было известно. Однако с каждым новым открытием приходила ответственность.
Участники экспедиции осознали, что их находки могут вызвать интерес у различных организаций, которые могут использовать их в корыстных целях. Вопросы о сохранности найденных артефактов стали актуальными. Команда решила работать в близком сотрудничестве с египетским правительством и местными музеями, чтобы обеспечить защиту и сохранность всех открытий. Прошло несколько месяцев, и команда продолжила свои исследования с новыми целями. Если вам интересно, что еще скрывает песок и какие тайны раскроют археологи, не забудьте подписаться на наш канал. А чтобы мы могли отправиться в новые приключения и делиться с вами еще больше шокирующих находок, вы можете поддержать наш проект. Ссылка в описании или QR-код на экране. Помните, каждый донат — это шаг к новым открытиям, и, возможно, следующий артефакт будет у нас в руках благодаря именно вам. Они осознали, что древние тайны, которые им удалось раскрыть, являются частью их собственных жизней. Каждый символ и каждая находка становились напоминанием о важности бережного отношения к истории и культуре. Исследователи поняли, что подземные храмы Египта — это не просто руины, а живые свидетельства великой цивилизации. Каждый шаг вперед был наполнен чувством ответственности за сохранение наследия. Исследователи осознали, что знания, которых они добиваются, могут изменить современный мир. Тайны, которые они раскрыли, останутся с ними, а их работа всего лишь начинается. Каждый из них стал не только археологом, но и хранителем памяти о Древнем Египте, готовым делиться своими открытиями с будущими поколениями.